Всем доброй ночи. Итак, дорогие женщины, сегодня я подарю вам работу, с помощью которой вы можете помочь своему мужу, другу, любимому человеку, сыну, брату, отцу, в конце концов. Любому мужчине, который вам дорог. Я вам дарила такие работы, у нас даже целый эфир «Помочь мужчине». Потому что я говорю и повторяюсь. Во-первых, мужчины боятся магии. Не потому, что они не верят, наоборот, боятся, потому что верят, что это существует. Во-вторых, в отличие от женщин, мужчины устроены, естественно, по-другому, и мышлением в том числе. Женщина верит в эти силы, а потом получает от них помощь. Мужчина получает эту помощь, видит эту помощь, потом верит. И обычно, когда женщина делает эти работы, может слышать подобные фразы, мол, не занимайся ерундой, все это сказки, что за глупости ты там делаешь и так далее. Но стоит мужчине увидеть, что после таких работ начинает приходить в семью деньги, удача, что у него получаются дела, что у него наказываются враги, и он сам начинает говорить жене, мол, может, тебе начитать, ты ничего там читать не хочешь, а тебе, может, что-то купить, может, благовония, свечи какие нужны, я принесу, травы. Потому что он увидел результат. Он не знает, как это работает, он не понимает, как это создано, но он понимает, что это работает. В отличие от любопытного, пытливого ума женщины, у мужчин совсем другой тип мышления. Он не будет копаться в этом, чтобы выяснять, почему это работает и каким образом. Ему это просто неинтересно. Ну, как-то работает, что-то там есть, не знаю, но факт в том, что работает, и все. Это женщине нужно понять до конца, почему, как, докопаться до истины, какие силы меня слышат, как она срабатывает, как у других это работает. А может, я что-то не так делаю, может, мне еще что-то надо делать, может, и так далее. А мужчина, он устроен по-другому. Поэтому он особых вопросов не задает и не вникает в это дело. Но если он чувствует, что ему помогает, конечно, он будет рад и будет вам благодарен за это. Он поверит, что это есть. Итак, что вам нужно делать? Вы проводите 6 ночей кряду или 6 вечеров. Первые 3 вечера с красными свечами и его рубашкой. Эту рубашку он должен один день хотя бы одеть. Он должен надеть эту рубашку. Потом вы забираете у него, потому что на нем его сохраняется его запах, его энергия. Начитываете 6 вечеров или 6 ночей. Потом отдаете ему, не стирая. Отдаете ему, чтобы он один день хотя бы носил. Вот он будет один день хотя бы носить, хоть 2 дня, сколько угодно, пока не потребуется стирка. И через очень короткое время вы увидите, какие наступят перемены в его жизни. Первые 3 дня вы помогаете ему убрать его врагов, конкурентов, трудности с его пути, открывать его дорогу. Значит, красные свечи как символ силы, мужества, победоносности. А 3 вечера кряду вы призываете удачу зелеными свечами. Вот получается 6 вечеров или 6 ночей. Эти свечи догорают, вы их просто выкидываете. Ничего не нужно с ними делать. После того, как вы это все провели, дайте ему эту рубашку или там майку или футболку носить. Хотя бы один день. Ну, один раз. Далее. Когда у него откроется удача, когда у него к нему начнут приходить деньги, вы можете это периодически повторять. Вот как видите, что нужно это делать. Хоть раз в месяц, хоть раз в неделю. Ну, раз в неделю не получится, это совсем уже будет
как бы практически каждую неделю должны провести, потом 6 ночей кряду. Ну, раз в месяц, я думаю, получится. В начале, а потом уже, может, все реже и реже будет нужда это проводить. Значит, красные свечи, 3 красные свечи, его рубашка, черный алтарь. 3 вечера кряду. Эти свечи догорели, выкинули. Следующий вечер, опять же, то же самое, разложили. Да, когда вы это проводите, вы эту рубашку надо спрятать, не отдавать ему. Вы можете отдать только через 6 дней, когда 6 раз проведете этот ритуал. Итак, и второе, значит, через 3 дня, уже начиная на 4-й день, зеленые свечи, также тонкие зеленые восковые свечи, они, значит, догорают. Вы начитываете 3 раза заговор, свечи догорели, оставляете. Что делаете? Точно так же огарки свечей выкидываете, но когда вы призываете удачу, нужно, чтобы вы, значит, насыпали вот на эту рубашку деньги, монеты, свои украшения, неважно, драгоценности, золото, серебро и так далее. Начитали 3 раза, это все убрали, свечи догорели, убрали. Вот когда у него начнется хороший период в жизни, когда к нему будет приходить удача, вы откупаетесь так, как считаете нужным. Вот как ваше сердце подскажет, так и откупайтесь от этих сил, поблагодарите их для того, чтобы дело вашего мужчины сладилось и дальше. Итак, я вам говорила, что заговоры, ритуалы, они составляются по-разному. Есть заговоры, которые составляются в виде призыва, зазыва. Есть заговоры в виде диалога, как бы с невидимой силой. Есть заговоры, которые связаны с историческими или мифическими персонажами. В нашем случае с вами будет исторический персонаж Иван III. Иван Грозные очи, так его называли. Иногда называли Грозный. До того, как его внук стал носителем этого как бы прозвища Иван Грозный, Грозным звали его деда Ивана III, того самого мужа Софии Палеолог, которая была наша великая княгиня. Почему его так называли? Считалось, что у него такой жуткий, такой строгий, жестокий взгляд, что иногда людям становилось плохо, когда он на них смотрел. Это был великий правитель, очень удачливый правитель, поэтому его имя и приводится в этом ритуале. Практически все его походы венчались успехом. Причем удача вот внезапно улыбалась этому князю, из ниоткуда приходила помощь. Он был счастлив и как правитель, он был счастлив как мужчина, он любил свою жену. И как отец, у него было много детей, которых он удачно выдал замуж и женил. И он был очень, скажем, удачливый государь. Например, молдавский господарь Стефан Великий, кстати, который был и его родственником, сватом, потому что его дочь Елена Волшанка была женой Ивана Молодого, старшего сына Ивана III, от первой жены Марии Тверской. Так вот, молдавский господарь Стефан Великий говорил: в то время как я день и ночь в походах, чтобы как-нибудь сохранить границы своего государства, Иван преувеличивает свою страну, лежа на этом, ну, в общем, не на диване, конечно, ну, лежа просто на боку, он приумножает и преувеличивает свою страну. И это действительно так. Его военачальники ужасно его боялись и делали все так, как нужно было и великому князю Ивану Третьему. Однажды он за столом, значит, уснул, и свидетели того пира говорят, что все молча сидели,
и никто не смел шелохнуться или издать звук, или что-то взять в руки, там, поесть. Все просто сохраняли такую смертельную тишину, пока Иван не выспался и не встал. А это длилось час-полтора. Вот до такой степени боялись этого князя, и настолько он был силен. Ушел он с этого мира в таком достаточно преклонном возрасте, довольный своей жизнью, в могущественном, сильном государстве и так далее. И поэтому, зная вот насколько Иван III был успешный правитель, вот в этом заговоре приводится, то есть связывается с его силой, силой великого князя, и тем самым, скажем так, приводим такую параллель, да, создаем некую параллельную реальность, которая потом перенесется в жизнь вашего мужчины, что у него точно так же будет много побед над своими врагами. И, кроме всего прочего, я говорила, что магия – это догмат, и одна истина связывается с другой истиной. Вот как правда то, что там великий князь Иван там разбил хана Ахмата, а он его разбил и победил окончательно Орду, кстати, чтобы вы знали. Он окончательно победил Орду. Почему просьба женщины силой слышат быстрее? Хотя силы могут и определенные, например, божества удачи и так далее, мужчин даже чаще и быстрее слышат и отвечают, чем женщину. Но женщина, она ближе к природе, женщина ближе к потустороннему миру. Она чувствует сердцем, она их ощущает, она их видит больше мужчин. У женщин более развито вот это чутье, да, седьмое чувство. У женщин более... Ну, не просто же так, что основное количество, скажем, людей одаренных, людей силы, это женщины. И когда мужчина хорошо обращается со своей женщиной, женщина, ее душа благословляет его. И вот семья, где главенствует женщина в хорошем смысле, не то, что там он никто, а она вот во главе сидит. Нет. Там, где слово женщины считается важным, там, где к женщине отношения достойные, эта семья процветает. Потому что силы благословляют мужчину. И почему деньги должны находиться у женщины? Почему женщина должна прятать эти деньги? То есть женщина должна распределяться бюджетом семьи и так далее. Потому что считалось, что деньги, которые отданы женщине, в распоряжение женщины, они приумножаются через ее благословение, через ее силу. В конце концов, не забудем, что матери-богини, они почитались раньше, чем отцы-боги. И культ матери природы, культ вообще матери, он древний и очень могущественный. Мы вообще называем как мать городов, да, мать Родина, что еще? Мать Вселенная, мать Земля, мать, материнское начало. Итак, начнем. Значит, первые 3 вечера к ряду или ночи. 3 раза читайте, убирайте эту рубашку, прячьте. На 4-й день уже с зелеными свечами, уже немножко другой алтарь. Здесь нужно разложить на эту рубашку или на футболку монеты, деньги, украшения. 3 раза читайте, оставляйте свечи догореть, убирайте огарки. На следующий день, естественно, новые свечи, новые восковые зеленые свечи. Убирайте эти огарки, точно так же начитывая. И после отдаете ему вот, поносить хотя бы 1 день, 1 раз. И увидите сразу, какая удачная полоса у него начнется. Не обязательно ему знать, естественно. Вы можете без него это провести. И все. После ритуала сразу не стирать ни в коем случае, иначе оно потерять полностью все, что было сделано вами, эту силу.
А откупиться после, когда у него начнутся, ну, то есть дела пойдут в гору, так, как вы посчитаете нужным. Итак, начнем. Шел великий князь Иван Грозные очи с войском своим на Ахмат-хана. Шел с ним биться, чтобы Русь от гнета Орды навеки спасти. Бил Иван Орду, да рубил, и изгнал, а сам победителем в Московию вернулся. Народ его славил, да благословлял, и Иваном Великим назвал. Стань ты таким же победителем. Пусть невидимое войско за твоей спиной тебя охраняет. Врагов твоих гонит и бьет. От всякого зла тебя бережет. Как свечи тают от огня жгучего, так и враги твои отступают от слова моего могучего. Как великий князь Иван славно жил и непобедимым был, так и ты будь непобедим, венчанный славой во все свои дни. Как свечи кланяются, так и люди тебе поклонятся, да почитать будут, как почитали весь честной народ и всякий люд великого князя. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Шел великий князь Иван Грозные очи с войском своим на Ахмат-хана. Шел с ним биться, чтобы Русь от гнета Орды навеки спасти. Бил Иван Орду, да рубил, и изгнал, а сам победителем в Московию вернулся. Народ его славил, да благословлял, и Иваном Великим назвал. Стань ты таким же победителем. Пусть невидимое войско за твоей спиной тебя охраняет. Врагов твоих гонит и бьет. От всякого зла тебя бережет. Как свечи тают от огня жгучего, так и враги твои отступают от слова моего могучего. Как великий князь Иван славно жил и непобедимым был, так и ты будь непобедим, венчанный славой во все свои дни. Как свечи кланяются, так и люди тебе поклонятся, да почитать будут, как почитали весь честной народ и всякий люд великого князя. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Шел великий князь Иван Грозные очи с войском своим на Ахмат-хана. Шел с ним биться, чтобы Русь от гнета Орды навеки спасти. Бил Иван Орду, да рубил, и изгнал, а сам победителем в Московию вернулся. Народ его славил, да благословлял, и Иваном Великим назвал. Стань ты таким же победителем. Пусть невидимое войско за твоей спиной тебя охраняет. Врагов твоих гонит и бьет. От всякого зла тебя бережет. Как свечи тают от огня жгучего, так и враги твои отступают от слова моего могучего. Как великий князь Иван славно жил и непобедимым был, так и ты будь непобедим, венчанный славой во все свои дни. Как свечи кланяются, так и люди тебе поклонятся, да почитать будут, как почитали весь честной народ и всякий люд великого князя. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Итак, друзья мои, теперь второй этап работы.
нужно разложить на его футболку, рубашку, все, что вы хотите в этом ритуале использовать. Разложить деньги, монеты, украшения, драгоценности. Ну, вначале я уже сказала, в начале ролика, что и как делать, чтобы по новой не повторять. Начитывайте, опять же, 3 раза заговор, зажигая уже зеленые свечи. Итак, начитали. После, значит, эти свечи убираете и вновь, ну, в течение 3 дней снова. То есть весь ритуал, весь процесс – это 6 дней. 6 вечеров или ночей к ряду. 3 ночи, 3 вечера – это убрать его препятствия и врагов, а 3 вечера – это призвать удачу. Итак, я начитаю, и на этом, собственно, завершим работу, потому что все изначально объяснено. Стань фартовым, удачливым в делах. Пусть деньги за тобой по пятам ходят, и богатство тебя повсюду находит. Все твои дороги к деньгам ведут, и деньги к тебе всеми дорогами придут. Да посыпется на тебя все богатства мира, и всесильные боги благословляют все твои дни. Мое женское сердце тебя благословит. Иди и побеждай. Иди и богатей. Я дорогу твою освещаю, и мольбою к богам тебе помогаю. Истинно так, заклинаю. Стань фартовым, удачливым в делах. Пусть деньги за тобой по пятам ходят, и богатство тебя повсюду находит. Все твои дороги к деньгам ведут, и деньги к тебе всеми дорогами придут. Да посыпется на тебя все богатства мира, и всесильные боги благословляют все твои дни. Мое женское сердце тебя благословит. Иди и побеждай. Иди и богатей. Я дорогу твою освещаю, и мольбою к богам тебе помогаю. Истинно так, заклинаю. Стань фартовым, удачливым в делах. Пусть деньги за тобой по пятам ходят, и богатство тебя повсюду находит. Все твои дороги к деньгам ведут, и деньги к тебе всеми дорогами придут. Да посыпется на тебя все богатства мира, и всесильные боги благословляют все твои дни. Мое женское сердце тебя благословит. Иди и побеждай. Иди и богатей. Я дорогу твою освещаю, и мольбою к богам тебе помогаю. Истинно так, заклинаю.